Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Сегодняшнее видео будет про теплый пол, как его постелить, как его зафиксировать, как потом залить стяжку и какую стяжку залить, и как подключить терморегулятор. Как расстелить теплый пол, я думаю, здесь никаких проблем у вас это не составит. Мы отступаем от периметра по периметру стен 10 сантиметров. Если у вас получится где-то меньше или чуть больше, это ничего страшного, потому что бывает такое, что длина или ширина вашего помещения не позволит вам четко сделать по 10 сантиметров, отступить с каждой стороны от каждой стены. Поэтому особо на это внимание не обращаем. Еще есть такие моменты, подойди поближе, когда мы просто не можем цельный мат постелить в каком-то месте. Поэтому мы просто отрезаем сетку и уже вручную раскладываем змейку в таких трудных местах. Так как стяжка у нас будет самонивелир, мы будем лить тоненький слой на толщину именно нагревающего кабеля. Поэтому местами где-то бывает так, что мат или провода где-то торчат. Поэтому, чтобы их зафиксировать, мы поступаем следующим образом. Берем просто плиточный клей, где провод торчит, подмазали. Ну и вот, допустим, как в нашем случае, мы это все придавливаем обрезками плитки. Придавливать можно, в принципе, чем угодно. То, что у вас есть в данный момент под рукой. У нас была плитка, поэтому придавили мы плиткой. Заливаем мы стяжку для того, чтобы избежать каких-либо пустот под плиткой, между плиткой и теплым полом. То есть мы зальем тоненькую стяжку и сверху уже будем клеить под гребенку плотненько плитку. Вот этот слой теплого пола и плитки должен быть целостным, без пустот, плотным, одним равномерным слоем. Еще один важный момент монтажа. Вот здесь, перед тем, как вы будете раскладывать теплый пол, вы должны определиться, куда идет подающий питающий кабель теплого пола. У нас он начинается вот именно в этом углу, поэтому мы здесь уже штрабу замазали. Мы предварительно подготавливаем штрабу, в которую мы укладываем именно питающий кабель теплого пола. И заводим его в подрозетник. Штраба, которая идет в стене на подрозетник, она должна быть шире. Здесь под питающий кабель мы делаем просто штрабу под гофру, под 16-ю гофру. Этого хватает. Ну, у нас здесь штраба где-то 2 на 2 сантиметра. 2 сантиметра шириной, 2 сантиметра глубиной. Вот этот кабель заложен здесь в штробу и замазан. И вот здесь он уже переходит в теплый пол. Вот эта гофра уложена в этой штробе. Вот он питающий кабель, который мы подключаем именно уже к регулятору теплого пола. Здесь фаза 0 и заземление. Вот этот кабель уже идет в комплекте с терморегулятором. Это всего лишь датчик температуры теплого пола. Он заложен вот в такую трубу. Это шитый полиэтилен. Я сейчас покажу, так как у нас здесь он тоже уже замазан в штробе. Здесь такая же штроба в полу идет 2 на 2. И вот эта вот труба заложена в эту штробу. И туда мы запихали вот этот датчик теплого пола. Он спокойно вынимается с трубы и точно так же обратно засовывается. В случае того, если он сломается, выйдет из строя, мы этот датчик спокойно можем вытащить и новый туда обратно вставить. Сейчас я покажу на примере. Вот у меня есть обрезок шитого полиэтилена. Очень неплохо все это работает. В гофру просто датчик сам плохо заходит. Из-за того, что он со стены переходит в пол под углом практически 90 градусов, очень сложно его туда затолкать. А в трубу из шитого полиэтилена вы его согнули. Вот так даже, он чуть-чуть, если даже здесь сломается, все равно датчик спокойно туда проходит. Где заканчивается датчик, вот сюда подходит датчик, я использую вот такой болт, по-моему, диаметр у него 16. И просто этим болтом я закрываю вот это отверстие. Датчик доходит до этого болта и тем самым через металл более точно передает температуру. Здесь это все можно замотать изолентой и все оставить там в стяжке, в штробе, в полу. Вот так это выглядит. Сюда заходит датчик, упирается в болт. Вы это почувствуете, когда упрется, все, значит датчик уже на своем месте стоит. Вот так это выглядит в стене и в полу. Вот покажи здесь, как это смотрится. Вот это труба, шитый полиэтилен, согнули здесь и завели. И еще важный момент, датчик должен находиться между нагревающим кабелем. Вот примерно посередине, как у нас здесь и находится. Он не должен, желательно, чтобы он не попадал именно на кабель, а должен находиться между ним. Нужно проверить кабель на целостность, мы проверим его сопротивление.
Ну и на всякий случай я просто подключу датчик теплого пола, включим его на нагрев, посмотрим, как нагревать. Только потом мы будем заливать стяжку. Питающий кабель от щитка идет, это идет на теплый пол провода, это провода датчика теплого пола. Они были длинные куски, вот допустим от датчика остался такой кусок, вы их потом под розетник не запихаете, поэтому это все обрезается, точно так же с теплого пола провода тоже все обрезали здесь, зачистили, ставили провода. Перед монтажом желательно, конечно, все это обжать обжимными наконечниками втулчатыми и уже потом поставить терморегулятор. Но у меня сейчас наконечников с собой нету, это я сейчас просто так подключу, чтобы проверить, когда уже будет чистовой монтаж, после того, как все работы произведутся на этом объекте, то есть плитка ляжет, тогда уже поставлю наконечники и все это соединю. А сейчас пока просто для проверки и для того, чтобы, в принципе, показать вам. Перед тем, как устанавливать, если у вас есть мультиметр, можно проверить провода на целостность, проверить их сопротивление. То есть, допустим, вот здесь на кабеле теплого пола, вот здесь есть такая бирочка, и на ней на каждом теплом полу указано, какое должно быть сопротивление. На нашем теплом полу должно быть 26,5 Ом плюс-минус 15%. То есть может быть в большую, в меньшую сторону 15% это нормально, но обычно в меньшую сторону. И вот как его проверить. Выставляем мультиметр на измерение сопротивления. Вот таким образом. Видно на табло? Вот. И проверяем. Вот у нас провода теплого пола. Фаза, как обычно принято, белым цветом. Холодные цвета синие — это 0. И подключаем. И смотрим, какое у нас сопротивление покажет мультиметр. 25,7. 25,7. То есть должно быть 26,5. Значит, все нормально, кабель целый. Точно так же можно проверить сопротивление датчика теплого пола. Оно должно быть примерно около 10 Ом. Неудобно, конечно, но ничего. 9-10, то есть все нормально, датчик целый. Сейчас я более-менее зафиксирую камеру и покажу уже, куда что подключается. Это обычный механический обычный механический терморегулятор, не сенсор, ну, как бы я считаю, один из самых надежных. Вот здесь буковка L, буковка N. Это у нас L, это фаза, это то, что приходит у вас со щитка, 220 вольт. Сюда мы подключаем фазу, сюда мы подключаем 0. Вот сюда мы подключаем уже провода от теплого пола N1, L1, то есть соответственно. Здесь в принципе без разницы, если вы перепутаете фазу и 0 от теплого пола, это не страшно, это никакой роли не играет. Сюда мы подключаем заземление, но я подключать сюда заземление не буду, его просто можно соединить напрямую. Сюда мы подключаем уже датчик теплого пола, тоже 1, 2, тоже без разницы, куда какой провод. Все очень просто, я думаю, никаких проблем у вас это не составит. Здесь еще очень важно, не перепутайте, смотрите, проверяйте, от щитка могли перепутать провода, такое бывает. То есть у вас может быть фаза и на синем проводе, но должна быть на белом. Но все равно лучше перепроверить. Фаза идет от щитка 0. Дальше у нас теплый пол. Фаза 0. И здесь у нас датчик теплого пола. И соединили мы вот здесь заземление напрямую. Так, включил я автомат, дали питание на терморегулятор. Включаем терморегулятор и выставляем температуру, пока повышаем температуру. Сейчас должна загореться лампочка. Вот, лампочка загорелась, выставляем примерно 27-28 градусов. Ну и все, пол нагревается. И пока наш пол прогревается, хочу еще вам показать, как все это выглядит. Здесь будет стоять стиральная машинка, здесь теплый пол не нужен. В этом месте так получилось, что невозможно было сделать другую раскладку, поэтому вот таким образом делайте змейку, тоже все будет работать, прогреваться. В этом месте вдоль стены больше, чем 10 сантиметров. Та зона никому в принципе не нужна. Здесь в этой зоне будет стоять мебель, шкаф, поэтому здесь тоже теплый пол не нужен. Зона коридора, чисто проходная зона, будет прогреваться. Вот эти бока подсэкономили. И мы, получается, постелили один целостный мат сразу на 3 помещения. Хотя планировалось сделать 2 отдельных, но купили сразу большую квадратуру пола, ее хватило, в принципе, на 3 помещения. Потому что вот здесь у нас тоже должен был стоять отдельный датчик
с отдельным полом. Так, конечно, было бы лучше. Но хватило одного мата теплого пола, поэтому решили сделать на один терморегулятор. Почему лучше не делать на разные помещения? Нежелательно. Потому что в разных помещениях разный объем воздуха прогреваем. Вообще разная квадратура, площадь помещения. Допустим, туалет может прогреться, в котором 2 квадрата, очень быстро, там будет жара. А это помещение большое будет долго прогреваться. Либо коридор, который проходной, он тоже будет постоянно проветриваться, выветриваться. То есть у нас может быть разная температура в помещениях. Так как у нас датчик установлен в большом помещении, соответственно, оно будет дольше нагреваться. То есть некорректно будет отображаться температура в помещении. Здесь будет одна температура, там другая, поэтому лучше так не делать. Лучше делать на отдельное помещение, отдельный датчик температуры, отдельно терморегулятор, а не так, как сделано у нас. Но у нас так получилось по определенным обстоятельствам, по определенным причинам. Ну ладно, не будем о грустном, впереди вас ждет стяжка теплого пола. Как и чем мы ее будем делать. Пол греет, все проверили, нагревается он моментально, буквально вы включили, 5 минут, уже кабель горячий, все нормально. Но перед тем, как заливать, обязательно нужно дождаться, пока кабель остынет. Переодеваемся, потому что этот наливной пол, самый нивелир, очень плохо отстирывается. Поэтому одеваем то, что не жалко, и начинаем работать. У нас черновая стяжка, мы ее сами заливали, она сделана идеально в уровне. Поэтому мы не переживаем за то, что мы сейчас раскатали маты теплого пола. Мы просто сверху по ним сейчас пройдемся правилами, как по маякам, именно по кабелю. То есть кабель — это наш маяк. Мы по кабелю сейчас протянем правилами, и наш пол как был в уровне, так и останется. Еще я вам сказал, что это мы делаем для того, чтобы избежать пустот. Это одно. Но еще забыл 2 важных момента. Еще это делается в целях экономии, так как мы используем не самый дешевый клей плиточный, когда мы будем укладывать плитку, используем церезит SM14. Он сейчас на рынке стоит недешево. Поэтому дешевле будет подлить стяжечку и сверху уже под гребенку положить плитку. Это первый момент. А второй момент — это вам самим будет легче и проще потом укладывать плитку. Чем ложить ее на слоя, проще просто это сделать будет под гребенку. Вот проходную зону, где мы будем таскать сейчас бочки со стяжкой, лучше постелить. Мы постелили ДВП. Ну, можно картон какой-нибудь, на всякий случай, чтобы не повредить провода. Вот так замешиваем в 60-литровых бочках нашу стяжку. Стяжка у нас Bollards. Обозначение, вот она применяется системой теплый пол. Стяжки здесь на самом деле немного вам понадобится. Допустим, у нас здесь 20 квадратных метров. Мы взяли всего лишь 9 мешков стяжки, потому что стяжка будет контролироваться толщиной вот этого кабеля. Это примерно где-то 4 миллиметра. Вот на следующий день такая красота у нас получается. Вот наш туалетик. Сейчас так покажу пол. Все гладенько, чистенько, ровненько. Вот почему нужно примазывать провода. Проверять, примазывать. Вот мы здесь пропустили, и получается вот такая бяка. Я, конечно, надеюсь, что мы по 2 гребенки будем керамогранит 60 на 60 укладывать и обойдем этот провод. Но, а если не обойдем, тогда придется здесь вот так вот выбить и утопить его. Поэтому очень внимательно смотрим, примазываем провода, которые торчат. Вот здесь мы пропустили. Вот такой пол. Уровнем проверили. В принципе, 1-2 мм есть перепады, потому что лили без маяков. Но это для самонивелира нормально. Поэтому, если вам позволяет высота,
то все равно, даже если это самонивелир, лучше поставить маяки и залить по маякам. Почему мы заливали стяжку, а не укладывали сразу плитку на теплый пол, я уже вам объяснил. И еще второе объяснение, обоснование, это в основном даже для заказчиков, для клиентов. Как минимум, у меня в инструкции к теплому полу указано, что нужно сначала залить стяжку, а только потом начинать укладывать плитку. Делали вот такой теплый пол. У него в инструкции прям черным по белому написано, что нужно сначала залить стяжку, а потом уже укладывать плитку. Для тех, кто еще не подписан на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Хуя себе, сказал я себе. Вот это да, блядь. Пиздец нахуй.